Осенью 2004 года исследователь, изучавший спутниковые снимки Чернобыльской зоны, заметил странный объект. В лесу, примерно в 3 милях северо-западнее Припяти, среди деревьев просматривалась вытянутая форма, похожая на корпус крупного транспортного самолета. Ранее на этом месте ничего не фиксировалось. Объект появился между 2000 и 2004 годами, когда снимки делались с интервалом в несколько лет. Он сразу привлек внимание из-за размеров, симметрии и отсутствия воронки, как после падения. Экспедиционная группа, работающая в зоне с научным допуском, добралась до координат и обнаружила обросшую мхом металлическую конструкцию. Несмотря на повреждения, фюзеляж сохранял форму. Он лежал ровно, без признаков взрыва или удара. Это исключало катастрофу с высоты. Ни в одном отчете времен СССР или Украины не упоминалось падение воздушного судна в этом районе. Стало ясно, об этом борте никто не знал или специально молчал. Началось независимое расследование, которое вскоре выявило еще более странные детали. Место находки подтвердило предположение, это действительно был фюзеляж самолета. Металлическая обшивка, клепанные соединения, округлая форма — все указывало на авиационное происхождение. Длина видимой части превышала 60 футов. Но самое странное — полное отсутствие маркировки. Ни номера борта, ни знаков принадлежности, ни технических надписей. Даже спустя десятилетия краска частично сохраняется. Здесь ничего. Поверхность была или специально зачищена, или изначально ничем не обозначена. Такое редко встречается даже у военной техники. При этом структура обшивки напоминала армейские транспортные модели. Некоторые участки были повреждены, металл потемневший, местами оплавленный, но без следов пожара. Это не выглядело как взрыв или крушение. Внутри фюзеляжа обнаружили следы прокладки кабелей, остатки внутренней теплоизоляции и сломанные перегородки. Металл оказался легким, прочным, с признаками титанового сплава. Аналогичные материалы использовались в авиации, но чаще в узкоспециализированных проектах. Больше всего вопросов вызвало полное отсутствие каких-либо сведений о происшествии в архивных документах. Ничего в отчетах ГА СССР, МЧС или Минобороны. Перед исследователями был самолет, который по всем базам данных никогда не существовал. После анализа конструкции стало ясно, самолет не похож ни на одну серийную модель, произведенную в СССР или за рубежом. Геометрия корпуса, компоновка перегородок и технологические решения не соответствовали стандартам ни гражданской, ни боевой авиации 80-х годов. Один из экспертов по авиации, привлеченный к исследованию фото, сразу отметил, форма фюзеляжа слишком вытянутая, как для пассажирского самолета. Крыльев не было, но крепежные места на корпусе явно присутствовали. Однако даже по ним сложно было определить конфигурацию. Она не совпадала с известными моделями ни Ту, ни Ил, ни Боинга. Отдельное внимание привлекла изоляция. Вместо привычных материалов — композитная пленка, напоминающая современные теплоотражающие покрытия. Такие технологии в 80-е использовались крайне ограниченно и только в закрытых военных проектах. Попытки установить происхождение борта по фрагментам внутреннего оборудования не дали результатов. Обломки не имели серийных деталей, типичных для производства. Ни заводских кодов, ни штампов, ни стандартных маркировок. Эксперты начали выдвигать осторожные предположения. Возможно, это был летающий прототип, использовавшийся для испытаний, или модифицированный борт без официальной регистрации. Но тогда возникает главный вопрос: кто и зачем его отправил в закрытую зону Чернобыля? В 80-е годы — пик напряженности холодной войны. Воздушное пространство над Украиной находилось под контролем ПВО СССР. Любое вторжение отслеживалось и документировалось. Но в архивах нет ни одного упоминания о несанкционированных полетах в районе Чернобыля в период с начала 80-х по конец 90-х. Однако при сравнении карт полетных коридоров обнаружилось одно совпадение. В середине апреля 86 года на сутки был закрыт участок наблюдения в зоне Киевского округа ПВО, якобы для плановых работ. Случайность? Согласно документам, отключение радара длилось около 5 часов. Этого времени вполне хватило бы для пролета или даже посадки незарегистрированного борта. Тем более, если он был оборудован средствами снижения радиолокационной заметности. Исследователи также изучили схемы аэродромов и возможные маршруты в зоне отчуждения. Никакие известные маршруты не проходили через эту точку. Это означало только одно: если самолет действительно появился здесь в 80-е, то его курс не был согласован ни с одной гражданской или военной структурой. Возникает предположение: кто-то использовал момент отключения ПВО, чтобы проникнуть в один из самых охраняемых районов страны. И сделал это абсолютно бесшумно, настолько, что десятилетиями никто даже не подозревал об этом полете.
Следующим шагом стала проверка радиочастот и переговоров, зафиксированных диспетчерскими службами в ключевые даты. Наиболее интересовали записи за апрель 1986 года. Анализ архивных аудиофайлов показал, в дни до и после Чернобыльской аварии в небе действительно царило необычное радиомолчание. На некоторых участках радиосвязи не велось вообще. Были технические сбои, обрывки переговоров, но ни одного упоминания о неизвестном борте. Никаких запросов на посадку, ни информации о входе в воздушное пространство. Это странно, даже при чрезвычайной ситуации диспетчерские посты продолжают работу. Но здесь абсолютная тишина. Кроме того, исследователи обратили внимание на факт, который долго считался незначительным. Часть переговоров в киевском авиаузле за ночь с 25 на 26 апреля не сохранилась. По официальной версии, из-за сбоя в системе записи. Но в том же архиве нет пояснений, почему файлы не были восстановлены позже. Такой масштабный провал радиоконтроля, совпавший с критическими событиями, настораживает. Либо что-то произошло на уровне системной ошибки, либо кто-то целенаправленно обеспечил полное радиомолчание. Именно в этот период самолет мог появиться в зоне, не оставив ни одного цифрового следа. Осмотр местности показал, самолет не упал с высоты. Под фюзеляжем ни воронки, ни следов взрыва. Конструкция лежала ровно, как после аварийной посадки. Деревья вокруг были частично повреждены, но не выжжены. Это указывало на снижение с минимальной скоростью, будто пилот пытался посадить борт, а не спастись после отказа систем. На земле только следы разрушений от падения крупных элементов. Хвостовая балка и отломанный отсек. Но основные секции фюзеляжа остались на месте. Ландшафт не показывает признаков воздействия топлива или огня. Также не обнаружено фрагментов крыльев или двигателей. Возможно, их сняли позже, либо они разрушились полностью. Специалисты сравнили характер повреждений с аналогичными аварийными посадками. Большинство признаков совпадает с посадкой в контролируемом режиме. Такое возможно при отказе связи и потере навигации, но при сохранении пилотирования. Дополнительную интригу добавило состояние грунта. Под нижней частью фюзеляжа почва была частично продавлена, как от массы тяжелого объекта, но не глубоко. Это подтверждало, что удар о землю был мягким. Значит, пилот или оператор борта действовал осознанно и до последнего управлял аппаратом. Возникает новый вопрос. Если это была посадка, что случилось с пилотом? Следов эвакуации, парашютов или экипажа обнаружено не было. Ни личных вещей, ни упаковок, ни документов. Объект будто специально оставили. Без следов жизни. Но в технически целостном виде. Это больше походило на операцию, чем на катастрофу. Пока велось расследование, внимание привлекло интервью с бывшим сотрудником ЧАЭС, техником Анатолием Ж. Он работал в смене в ночь перед аварией и спустя годы рассказал о странном звуке, который услышал поздно вечером, примерно за 3 часа до первого всплеска на станции. По его словам, звук был похож на низкий гул реактивного двигателя, но продолжался всего несколько секунд. Источник шел с северо-западного направления. Именно оттуда, где позже нашли обломки. В ту ночь было тихо, и звук был слышен отчетливо. Тогда никто не обратил внимания. Работали системы, тревог не поступало. Позже этот эпизод вспоминали другие сотрудники. Некоторые тоже слышали непонятный шум, но списали его на технику, работающую в отдаленных участках. Записи с камер наружного наблюдения за тот промежуток времени в архивах отсутствуют. Указано, что часть системы в тот момент была отключена из-за техобслуживания. Интервью не вызвало особого интереса до момента, когда координаты звука начали совпадать с местом, где спустя десятилетия нашли корпус самолета. Свидетель оказался единственным, кто дал правдоподобное описание происходящего в ту ночь. Информация о странном гуле в небе дополняет цепочку совпадений, которая все отчетливее указывает. Неизвестный самолет мог находиться над Чернобылем именно в ночь катастрофы. И если это так, значит он мог стать частью событий, последствия которых мир ощущает до сих пор. Металл, не по ГОСТу фрагменты корпуса были переданы в независимую лабораторию. Эксперты провели спектральный анализ сплава и сделали неожиданный вывод. Металл не соответствовал ни одному авиационному стандарту, утвержденному в СССР. Основу составлял алюминий с добавками титана и редкоземельных элементов, повышающих термостойкость. Такой состав в 80-е в Советском Союзе почти не применялся, особенно в серийной технике. Использование подобных сплавов ограничивалось опытными образцами и отдельными проектами для военной и аэрокосмической отрасли. Даже на уровне ОКБ подобные материалы были редкостью из-за высокой себестоимости и сложности обработки. Лаборатория отметила, сплав схож с теми, что в США использовались в малосерийных летательных аппаратах, особенно в проектах, связанных с высотной разведкой и беспилотной техникой. Но ни один известный американский самолет не имел таких габаритов и конфигурации, как найденный фюзеляж. Также были выявлены нестандартные соединения, клепки из комбинированных сплавов и армированные внутренние швы. Это говорило о том, что конструкция разрабатывалась с учетом экстремальных условий, высоких температур
температур, перегрузок, возможно, радиационного фона. Один из экспертов прямо сказал, этот борт не был предназначен для массового производства. Это либо единичный прототип, либо аппарат из закрытой серии, о которой нет публичной информации. Такой подход в производстве используется, когда речь идет о сверхсекретных миссиях. Официальных запросов об утерянной технике никто не подавал. А значит, кто бы ни создавал этот самолет, его исчезновение не должно было вызвать вопросов. После получения первичных данных команда исследователей направила официальные запросы в украинские и российские государственные архивы. Интересовал период с начала 80-х до конца 90-х. Особое внимание уделялось записям о потерях воздушных судов, аварийных посадках, перебросках техники. Ответ из Госархива Украины был лаконичен. Данные об авиационных происшествиях в районе Припяти за указанный период отсутствуют. Российские архивы ответили формально, сославшись на ограниченный доступ к материалам Министерства обороны СССР. Даже с научным запросом доступ к информации о нештатных ситуациях остался закрытым. Параллельно исследователи проверили базы гражданской авиации и советской, и международной. Ни один инцидент, совпадающий по координатам и времени, зафиксирован не был. Также не обнаружено записей о поисково-спасательных операциях или утилизации воздушной техники в этом районе. Это поставило расследование в тупик. Самолет существовал физически, его обломки лежали в лесу, но документально он отсутствовал. В бюрократической системе, где все подлежит учету, это казалось невозможным. Оставалась единственная рабочая версия. Самолет изначально не числился в официальных реестрах. И если он был построен вне системы, то и его исчезновение могло остаться незамеченным. История холодной войны знает десятки случаев, когда иностранные самолеты нарушали границы СССР. В большинстве таких инцидентов нарушителей перехватывали и принуждали к посадке или уничтожали. Некоторые рейсы оставались засекреченными, особенно те, в которых участвовала разведывательная техника. В архивах сохранились данные о несанкционированных пролетах вблизи Чернобыльской АЭС в конце 70-х и начале 80-х годов. Чаще всего это были высотные разведчики, фиксируемые на радаре на границе, после чего исчезающие с экранов. Их модели официально не публиковались. Некоторые специалисты отмечали интерес к АЭС как к потенциальной мишени и объекту разведки. Снимки станции обнаруживали в рассекреченных фотоархивах американских разведывательных спутников. Это указывало, интерес к объекту был не только у СССР. Возможно ли, что один из таких аппаратов оказался в воздухе над Припятью в ночь катастрофы? Если да, почему он не был замечен ПВО? Почему никто не сообщил о его крушении? Факт остается, обломки найдены, но их отсутствие в сводках ПВО и гражданской авиации — серьезный сигнал. Значит, либо полет был абсолютно секретным, либо его присутствие должно было остаться незамеченным. После публикации фотографий обломков в профессиональных кругах начались обсуждения. Специалисты по авиастроению, изучавшие кадры, начали делиться мнениями. Многие сразу исключили гражданскую технику. Ни один серийный лайнер не имел такую форму корпуса и внутреннюю конструкцию. Отмечались интересные детали: крепления под нестандартные узлы, необычная схема внутреннего каркаса, изоляционные материалы, характерные для аппаратов, работающих при высоких температурах. Все это больше напоминало не транспортный самолет, а платформу для испытаний. Несколько инженеров провели сравнение с прототипами советских и западных разработок. Один из них — Таганрог-1, экспериментальный самолет, построенный в начале 80-х, но так и не поднявшийся в воздух. Однако сходство было частичным. Более вероятно, перед исследователями один из единичных образцов, созданных в условиях строгой секретности. Один из авиаэкспертов прямо заявил: такие машины не регистрируются в открытых базах. Они создаются для разовых задач и исчезают после выполнения миссии. Возможно, борт и не предназначался для возвращения. Это мнение прозвучало как гипотеза, но на фоне отсутствия данных в архивах и общей секретности оно выглядело вполне логично. Одной из деталей, которая долго оставалась без внимания, стали крепежные элементы внутри фюзеляжа: угловые ребра, направляющие и замки. Все указывало на то, что в центральной части корпуса перевозился крупногабаритный груз. По форме и размерам креплений можно было предположить, что речь шла о контейнерах длиной около 8 футов. Такие модули используются для перевозки аппаратуры или оборудования. Некоторые из замков были частично деформированы как от сильного удара или быстрой разгрузки. Необычно выглядели и внутренние следы. Потертости на полу, словно груз перемещали по салону вручную или катили на роликах. Это было не свойственно военной авиации, где обычно все жестко закрепляется. Борт выглядел как транспортировочная платформа, не для людей, а для техники. Возможно, на нем доставлялось оборудование, связанное с исследованиями. Это мог быть модуль связи, энергоустановка или даже нечто, требующее особых условий. Но здесь и возникла главная проблема. Груз исчез. Следов содержимого не нашли. Ни фрагментов, ни упаковки. Если что-то действительно находилось на борту, его либо эвакуировали
эвакуировали сразу после посадки, либо тщательно замели следы. Исследователи склонялись ко второму варианту. Это еще больше усилило впечатление, что операция была заранее спланирована, а посадка не аварийной, а запланированной. Кто-то что-то привез и исчез. Несмотря на множество улик, расследование зашло в тупик. Объект был реальным, материал подлинным, но вся информация об этом борте словно испарилась. Ни одного документа, ни одной записи, ни свидетельств от военных или авиационных структур. После публикации отчетов территория, где находились обломки, была оперативно перекрыта. Исследовательскую группу больше не допустили. Через несколько месяцев на снимках с дронов объект исчез. Либо вывезли, либо замаскировали. Попытки запросить данные у международных организаций, отслеживающих авиационные происшествия, также ни к чему не привели. Официально ни один самолет в этом районе не пропадал. Исследователи остались с выводом, который трудно принять. Самолет существовал, но его официально не было. Ни в одном реестре, ни в одной сводке. Единственные доказательства — фото, материалы, анализы металла и свидетели, чьи голоса постепенно начали замолкать. Именно эта глава поставила логическую точку в расследовании. Но, как часто бывает, когда заканчиваются ответы, остаются только вопросы.